Всем привет, дорогие друзья! Наверняка многие из вас видели, как некоторые умельцы виртуозно крутят ручку на пальцах. Так вот, в сегодняшнем видео мы с вами обучимся 4 базовым элементам, с помощью которых вы сможете виртуозно научиться крутить ручку на своих пальцах. Итак, для начала вам нужна ручка. Это называется Pen Mod, но если вдруг у вас нету такой ручки, то вы можете, в принципе, собрать ее сами. Как я делал, когда я начинал, у меня не было ничего. И я взял обычный просто карандаш, отрезал от него грифель, которым пишут. Вот, и получилась такая основа. Взял колпачки от фломастеров, такой маленький, отрезал вот тут, и большой колпачок. И в этот большой колпачок я положил какие-то пульки тяжеленькие, и маленький колпачок я просто засунул в большой, и то же самое с другой частью, и сюда пластилина немного. И потом просто надел на карандаш. И вот получается двухсторонний мод. То есть с ним как-никак тоже можно делать какие-то трюки. Но вы можете поэкспериментировать, как-то попробовать разные делать трюки. Там отрезать, допустим, от шариковой ручки, потом тоже фломастер. Ну, экспериментируйте, пробуйте. Вот. Но с ней тоже можно учить трюки. Итак, сегодня мы с вами будем изучать 4 базовых трюка, без которых вы в дальнейшем в пенспиннинге просто не сможете прогрессировать, и их обязательно нужно учить. Итак, первый трюк. Thumb round. Вот. Чтобы его сделать, вам нужно взять ручку в такое положение. Тут у вас большой палец на этой грани, и на задней части указательный и средний. То есть вот такое положение. И вам нужно привыкнуть к этому положению. Вот. И средним пальцем вам нужно надавить на ручку, и она должна у вас обойти большой палец. Вы просто должны сделать вот это движение. Надавили. Она сначала у вас, естественно, будет падать. Вот, допустим, когда я учил, у меня вообще ничего не получалось, и она даже у меня палец не вращалась и просто вот так падала. Вам нужно будет привыкнуть и пробуйте. Средним пальцем надавливайте, и указательный в это время просто отдаляйте, чтобы указательный палец у вас не задела ручка. Сделали средним пальцем вот это движение, и большой палец вы не двигаете. Он должен быть у вас на одном месте. Ни вверх, ни влево, ни вправо. То есть, все, видите, он на одном месте. Вот тут как стоял и должен стоять. Как ловить? Вы сделали, ручка должна совершить вот такой оборот. Для начала вы просто попробуйте вот другой рукой просто вот так покрутить и понять, что вы вообще должны делать. Сделали, и как вы средним пальцем надавили, она у вас приходит вот сюда, автоматически просто должна сама встать в это положение, конечное. То есть вы потом просто большим и средним надавливаете, зажимаете ее и схватываете. И у вас получился трюк Thumb round. Следующий, второй трюк, это charge. Он выглядит вот таким образом. То есть вы просто как барабанную палочку крутите. Можно его делать несколько раз. Можно сделать один раз. Но вам в комбах нужно будет, максимум 2 чарча. Итак, чтобы сделать чардж, вам нужно взять мод в такое положение. Средний у вас слева, безымянный справа, то есть вот так.
И вам нужно кончиком опереться в фалангу большого пальца, вот так. И тоже, опять же, сделайте другой рукой это движение. Просто проведите вот так и посмотрите, что у вас вообще будет выполнять ручка. Вы должны это понять. Сделали, и вы в изначальное положение ставите ручку. Вам нужно средним надавить на ручку, а с этой фаланги просто, чтобы она соскользнула. И по инерции ручка, она автоматически просто делает оборот и возвращается сюда. Это опорный чардж. То есть сделали, чтобы она у вас оперелась и обратно вот сюда вернулась. Еще раз. Отпускаете. Она у вас по инерции закручивается и возвращается сюда. Пробуйте, она, естественно, каждый раз у вас будет вылетать, а потом вы это уже прочувствуете. Но есть два вида, опорный и безопорный. В комбах вы будете исполнять безопорный, потому что опорный нигде не используется практически. Безопорный чардж – это когда вы берете средний палец, он наверху и указательный, безымянный снизу, вот такое положение. И большой вы можете просто большим придерживать. И вы должны средним то же самое практически надавить, и не соскользнуло, чтобы, а просто то же самое. Надавить и выпрямить эти пальцы. То есть вам нужно выпрямить пальцы так, чтобы она у вас прям вылетела будто. Пробуйте. И она то же самое, по инерции закручивается и возвращается в этот слот. Вот. Итак, уже какой третий трюк – это соник. Тут есть тоже опорный и безопорный. Опорный вы должны взять точно такое же положение, как чардж, и вам нужно потренировать вот это движение. Указательный и безымянный просто прикасаться друг к другу, а средний просто вам нужно отодвинуть в эту сторону на себя. Вы должны уметь вот так прикасаться пальцами. Это вам поможет в дальнейшем. Вы сделали вот это, я думаю, это не составит никакого труда, и берете в точно такое же положение, и вы делаете начало чардж, только потом, когда ручка переходит в это положение, вам нужно средний палец отпустить и будто соприкасаться с безымянным, и получается вот так. Отпустили, соприкасаетесь с безымянным, и ручка автоматически переходит в другой слот. Еще раз. То есть вам это главное понять. Сделали. И делайте просто это движение. Средний отпускаете. И эти пальцы будто совмещаете. И переходит в этот слот. От фаланги тоже. То есть это чардж, а это соник. Вот. То же самое есть и безопорный. Это когда точно такое же положение. Средний безымянный тут. И вам нужно выпрямить пальцы. Выпрямить просто. Будто делаете чардж, только опять же это движение. То есть вам нужно... Вот. Вам нужно выпрямить и сделать это движение вот в этом моменте. И она входит в этот слот. То есть сама суть из безымянного среднего переходит в средний указательный слот. Вот. Выпрямляете пальцы. И все. Следующий трюк, это уже не трюк, а это идет как комбо. Называется это фингер-пас. Вам нужно перекатить из разных слотов ручку. То есть из этого слота безымянного среднего к этому по-разному. Вот так. Чтобы вам его сделать, вам нужно просто потренировать вот это движение.
И вам нужно указательным надавить на ручку, чтобы указательный был над средним. И безымянным просто нажать на ручку, она у вас уходит в эту сторону, и вам нужно нажать то же самое, чтобы средний был вверху безымянного, и мизинцем нажимаете, и безымянный тоже прокручиваете, чтобы он был сверху. Обратно, получается, безымянным делаете в эту сторону, и средний кладете вниз и поднимаете его. Так, чтобы безымянный теперь был над средним. Делайте вниз указательный, указательный поднимайте, чтобы средний был над указательным. Надеюсь, вы не запутались. И то есть вам нужно это просто вот так для начала делать. А потом вы уже со временем будете делать это плавно и плавно. То же самое вы можете делать и в обратную сторону. Это называется реверс. И потом вы из этих всех 4 трюков основных вы можете делать разные комбинации. Вот. И если вам понравилось это видео, то кликайте на лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на эту красную кнопку, чтобы она становилась серой. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. И всем удачи, всем пока!